Задавай вопросы, Задавай с вопросы. удовольствием отвечу. Если ты набираешь 19 легионеров, ты должен давать результат. Вот это просто любовь к хоккею. Другого ответа я не вижу. Мне предлагали контракт двухсторонний, контракт новичка. Я говорю, что ты стоишь, что заходи. Он говорит, как заходить в раздевалку? Да-да, заходи, все нормально. Ну, под прессом находился Да. я постоянно вообще, со всех сторон. Был шанс у тебя не стать хоккеистом? Всем привет, это канал BetSafe Прибалтика. Не забывайте подписываться. Меня зовут Юрий Жигаев, и это мое шоу «Без фола». Сегодня у меня в гостях свободный агент, только что говорили, свободный агент, хоккеист, бывший хоккеист Рижского «Динамо» Сергей Гимаев. Расскажи сразу, пожалуйста, что ты делаешь в Риге? В Риге я живу последние 3 года постоянно, а так, в принципе, уже где-то в районе 15 лет обитаю. Супруга. Мы за кадром говорили, супруга, да? Да, у меня супруга из Вентспилса. Познакомились 15 лет назад. Вот так вот теперь здесь уже. Мир тесен, как мы Да, и говорили. дочь Да? родилась 11 лет назад в Риге у меня. В принципе, многое связывает меня с этим городом. Нравится Рига? Очень нравится, не просто так мы здесь живем. Провокативный вопрос будет: Рига или Москва? Да нет, почему проактивно? Тут, наверное, для семьи, для жизни, наверное, мне комфортнее сейчас в Риге. А так вот, конечно, в плане хоккея, какого-то дальнейшего развития, и после хоккея, конечно, в Москве. Мне больше возможностей, скажем так, у меня в Москве. Но в Риге ты играл 2 года. Это повлияло, что у тебя жена не рижанка, но из Латвии? Или ты даже не думал бы, все равно согласился бы на рижский? Повлияло, конечно. Да. Мы живем в Риге, и классно было поиграть в «Динамо». Поступило предложение, я очень рад. Как было играть перед рижскими болельщиками? Супер, замечательный фан-клуб, классный стадион, и что прежде всего я не ожидал, у нас отличный коллектив в команде был, замечательные ребята, у меня куча друзей. Латышские ребята, легионеры, как и были группировки, как обычно, знаешь, бывает в спортивных командах? Были, конечно, латыши как бы так, иностранцы своими компаниями. Но просто там больше языковой барьер, потому что им комфортнее было, допустим, иностранцам на английском языке комфортнее было общаться латышам. Но мне очень приятно, что когда я в основном все мои друзья латыши были, и они, когда я в компании, всегда говорили по-русски, мне очень комфортно было. Знаю, да, русский язык? Да, знаю. Слушай, а когда играл в других командах, что для тебя значило приезд в Ригу? Это какой-то особенный выезд или никакого значения это не имело? Нет, в Ригу, я думаю, что до сих пор многие ребята хотят приехать, потому что это европейский очень чистый город, очень красивый. Это просто классно. Это реально так, или это мы сами себе так надумали? Нет, реально классно. Да. Рига очень классный город. Я просто, знаешь, как в России немного, Питер, Москва был, где еще? Наверное, все. Тоже хорошие, красивые города. Не, супер, конечно, и Москва, и Питер тут без вопросов. Просто тут еще и вопрос трафика, этих пробки постоянно, и добираться, куча проблем. Здесь гораздо проще с этим. Проще все. Слушай, карьера длинная, 36 тебя, да? 36. Сейчас ты, как я сказал, свободный агент. Да. Что случилось с китайским клубом Кунь-Лунь? Случилось все очень просто. Я тренировался, ждал предложения, и тут поступило предложение из Кунь-Луня, и заранее было обговорено, они ждали иностранцев, легионеров, но были проблемы с документами у них, и сказали, вот есть такой вариант, можешь приехать, там получится месяц-полтора, пока не оформим все документы. Я говорю, конечно, тем более они сейчас базируются в Мытищах, я живу там рядом, в Москве мне удобно было добираться, и, в принципе, я в тонусе, я играл. То есть ты там провел, можно сказать, 1,5 месяца? 1,5 месяца был, да. Это как вот... Это интересно, кстати, об этом можно поговорить. В футболе такого не принято. В баскетболе, в хоккее есть контракты на месяц. Там не совсем так. У меня был полноценный контракт, но был пункт расторжения без компенсации, доп. Соглашения. В принципе, как и у всех русских ребят, нас уволили, 18 человек, 17. Потому что все сейчас так... Приехали канадцы, американцы, и русских всех уволили. Практически. Хотел про Китай спросить, но оказалось, что ты там так и не побывал, кроме как выезда. Зачем вообще нужен такой клуб КХЛ, как Red Star Кунь-Лунь? Все очень просто. Для китайской стороны у них, насколько я знаю, Олимпиада будет зимняя, и будет хоккейный турнир. Обязательно
страна, которая принимает, должна иметь свою команду. Но в Китае нету хоккея, нету хоккеистов, и как бы это выглядело, как выступали бы китайцы на этом уровне. Поэтому нужна была команда, чтобы привлечь игроков с Северной Америки, которые имеют китайские корни, хоть какие-никакие, хоть дальние, не дальние, чтобы под Олимпиаду, конечно, да, они получат паспорта, многие из них уже имеют паспорта, чтобы выступать за сборную Китая на Олимпийских играх. Что касается российской стороны, то это, конечно, выход на китайский рынок, как-то, ну, это понятно, да, какой-то бизнес больше, болельщиков потянуть и так далее, развитие лиги. То есть для Китая это даже такой, единственный шанс сделать боеспособную сборную. Ну, конечно, да. Для этого, в принципе, и создавалась эта команда. Интересно. С чем связываешь вот эти, когда едешь на выезд в Китай, что сразу в голове? Новая страна, интересно, все равно изучаешь мир. Поразило что-то там? Ну, масштабность, наверное, это просто такое ощущение, как будто вся страна состоит из городов, из домов, из дорог. Просто один большой город. Сборная Латвии играла товарищескую игру в Китае. Я был в составе тогда. И, спрашиваю, а где мы играем? Он в маленьком там каком-то городе. Я говорю, а что за город? Он там называет Куньмин, по-моему. Я смотрю, там 7 миллионов. Маленький город. Ну, это небольшой город для Китая, да. Это маленький, да. был. Ну, и мне так, если честно, мне не понравилось. Я был в Японии и в Китае. В Китае как-то не очень чисто, очень много людей. То есть Япония с Китаем. Это есть, да. В Японии не был, но в Китае, да, не могут они похвастаться. Ну так, я там 4 дня провел. Сказать, что хотел бы туда вернуться, наверное, нет. В КХЛ есть самый такой город, в который ты не хотел бы вернуться? Не хотел бы вернуться. Хотел бы, я думаю, знаю, Новосибирск, я так почитал чуть-чуть. Новосибирск, само собой, да. Наверное, таких городов нет, но в них не хочу я какие-то камни кидать. Да. Есть города, конечно, такие заводские, которые поменьше, да, там, скажем так, менее приятные, чем остальные, но не буду выделять ни один город, так что... А как переживают хоккеисты эти перелеты, когда там Адмирал был, Амур, это очень далеко. На Дальнем Востоке я не играл, летал с другими командами. Да, на самом деле нормально. Ты же летишь туда, долго, допустим. Удобно, если в ночь летишь. Ты можешь лечь спать, да. А там же уже между Владивостоком и Хабаровском, там, в принципе, перелет 1 час. Нет проблем. И ты живешь по своему времени, в каком городе ты играешь. Поэтому, в принципе, нет проблем, если так. А ребята знакомые играли там, насколько это тяжело? Вот для них все-таки, это тяжелее, чем один раз прилететь в Владивосток. На самом деле втягиваются. Сначала тяжело, но потом ребята говорят, что потом со временем привыкаешь уже. Надбавка есть или только мили в Аэрофлот? Мили в Аэрофлот не у всех. Если ты летаешь рейсом, если летаешь чартерами, то мили ты не копишь. А так, надбавка. Какая надбавка? Ты играешь в КХЛ, тебя пригласили туда. Если тебя пригласили туда, значит, это уже престижно, это уже хорошо. Не, я больше про то, что условно в футболе знаю, там, что если ты там за луч играешь, то там сразу понятно, что чуть больше по деньгам зарплата. Чтобы привлечь туда, что не хотят туда ехать играть. Да, пожалуйста, если у тебя есть варианты в другую команду, едь в другую команду. Если ты там играешь, значит, так получилось. То есть хоккеистов, менее такие с запросами. Все отталкиваются от предложений, которые поступают. Новосибирск футбольный город или хоккейный? Просто знаю, ты там долго, да, отыграл? Однозначно хоккейный, конечно. Там. Все-таки там... Культ хоккея просто. Да? Это такой, можно сказать, русский, я не знаю, там, Торонто или Монреаль. Там. Серьезно? Да, очень. А как это выражается? Да весь город болеет за хоккей, там везде сколько этих машин ездит с наклейками «Сибирь», на улицах тебя узнают, полный стадион все время, сумасшедшая атмосфера просто. Футбол не так все-таки? Мне там одно время тоже Сибирь неплохо выступала в премьер-лиге. Если честно, ни разу не был в Новосибирске на футболе, да, и даже нечего сказать. На ЦСКА я видел, зато частенько, да, ходишь? ЦСКА еще с детства папа привил, папа уже армеец, и я армеец, и вот когда маленький еще выходил с ним на футбол, и так как-то осталось уже. Я думаю, что это не так. Видишь, я с детства за «Спартак» болею в футболе. У меня очень много друзей болеет за «Спартак» футбольный, да. Даже больше, наверное, чем за ЦСКА. Слушай, а почему так получилось? Это все с советских времен, да, что «Спартак» народная команда? Мне, в принципе, ЦСКА очень... Мне кажется, наверное, вообще «Спартака» больше всех болельщиков вообще в России. Конечно. Да. Как так? Так
так получилось, я не знаю. Как... Это все из-за того, что, наверное, долго там Мне кажется, чемпионом. Союза это еще пошло с тех времен, наверное, как-то так она полюбилась. Ты говоришь, папа привил, ну, папа армеец. Ты было что Спартак особенное? Вот именно? Конечно, да. Это уже никуда не денется. И даже это, в семье это раз навсегда. обговаривалось, да, конечно, да? конечно. Ну, как, не то, чтобы это обговаривалось, но вот мы играли, я в ЦСКА по детям играл, и потом уже в основной команде играл все время с Спартаком, это дерби, всегда готовились особенно к этим матчам. Даже ничего говорить не надо, уже это как-то само собой. Да, это нормально. Круто, да. круто. А ты успел почувствовать у Рижского «Динамо»? Есть такие противники принципиальные в КХЛ? Ну, так настолько принципиальных, конечно, нет, но, думаю, с Минском, может быть, какая-то есть подоплека, не так Ближе, вроде. Да, наверное, так. Понятно, что «Динамо» сейчас и СКА. Мне почему-то, питерская СКА сейчас это вообще космос и земля. Но вот помню, было время, когда они там в плей-офф пару раз встречались, и «Динамо» там, по-моему, даже один раз выиграли серию, но это в самом там начале. Да. И мне казалось, что вот зарождается какое-то такое с Питером дерби, было интересно. Но, увы, «Динамо» не смогло дальше развить успех. Финансовая составляющая, она просто несопоставима. Там, «Газпром», да? Сложно было конкурировать вообще. Круто, в Питере построили этот новый, я так понял, новый же дворец они играют. Нет, они еще играют в старом, они построили, база у них тренировочная есть, а новый стадион строится, будет какой-то сумасшедший уровня НХЛ. А этот разве старый? Мне кажется, что это тоже. ледовый, он построил какой-то чемпионат мира в Санкт-Петербурге, в каком там 2000 какой-то второй или какой-то. Да, это к тому времени, да. Он полный все время был. Атмосфера. Они, конечно, организация игр у них просто... Там, мне кажется, подготовка у них шоу там какое-то, сколько денег стоит, я не представляю. Питер вообще в этом плане им полегче, чем, если, можешь поправить меня. В Москве просто много клубов. В Питере есть «Зенит» и «СКА», условно. И вот они, видно, что всем городом это для них такая, как Казани тоже. Да. Ясно. Слушай, 600 игр в КХЛ. Тоже Инстаграм помог узнать эту информацию. Это... Расскажи, футболисты, для меня это какая-то космическая цифра. А в плане вообще во всем КХЛ это большая цифра? Да, я еще и до этого сыграл в Суперлиге, там больше 200 игр, и тогда еще первая лига, это вторые команды шли тоже, как шло в зачет в основной, то есть там уже, наверное, 900 все будет со всеми там предсезонными турнирами и товарищескими играми, и тем остальным еще и больше, но есть масса ребят, которые сыграли больше. Он тот же Бирюков сейчас недавно сыграл 800 игр, сейчас Мазякин вот 800 игр уже, может, уже сыграл, не знаю, либо следующая Тебе 36, игра. Мазякин же еще постарше, мне кажется, да? Мазякин еще старше, да, но Бирюков младше, но Бирюков играл всегда в командах, которые играли в плей-офф и доходили до финала, как в Магнитогорске, он всегда был в топе. Как минимум полуфинал. Да. Поэтому неудивительно. Но это хорошая цифра, но это и показатель его, что если ты сыграл уже 800 игр, то, получается, обходился без травм, удачи, да. Про Бирюкова потом поговорим. Про тебя ты гордишься этой цифрой? Конечно, приятно, да, большая цифра для меня. Но сам сказал про травмы, это значит, что Бог сберег таких тяжелых травм? Были травмы, и были сезоны, где я не всегда проходил состав. Так было бы, конечно, и больше игр, но сколько сыграл, это здорово. Слушай, про отца уже так вскользь поговорили. Был шанс у тебя не стать хоккеистом? Изначально нет. Сразу привел папу на каток, и я начал тренироваться. И вся атмосфера, у меня вся хоккейная, вокруг меня одни хоккеисты, у нас Крутов сосед, Владимир, Леха мой близкий друг на 13 этаже, Александровый, там, тоже Борис Александров, Витя, мой друг. То есть все вокруг меня было хоккейное, и папа был потом уже сначала просто директором школы ЦСКА, я постоянно на катке проводил время, и... То есть врос во всей атмосфере. А тебе помогло это или где-то даже мешало, что все-таки папа был... я сразу извинюсь, я не знаю папу хоккеиста, я знаю, что он легенда. Я больше знаком, наверное, сам понимаешь, по Матч ТВ, по трансляциям. Это... Тут надо сказать, что один из самых любимых. Я хоккей немного смотрел, но нравилось слушать. Много узнавал, как условно, с другого вида спорта. Он умел так рассказать. Мешало тебе или все-таки где-то помогло, что вот сын... Постоянно я был под пристальным вниманием, и, конечно,
сталкивался на протяжении всей карьеры, что с такими, как бы сказать, как сейчас говорят, хейтеры окружали. Сравнивали или говорили, что это сын, поэтому его тащат? Вот Да, так? это постоянно было на протяжении всей моей карьеры, да. Это... Потом, чем старше я становился, тем спокойнее к этому относился. Ну, сейчас, честно, можно сказать, было, где папа помог, где-то сказал Конечно, было, и не раз, то есть я не буду скрывать и по детям там какие-то моменты там и подталкивал где-то что-то. Да, как было. Слушай, родители, спортсмены разные бывают. Такие, которые дома продолжают условную тренировку и рассказывать, а есть такие, которые тебя отпускают и, сам разберется, лишний раз не надо прессинговать. Какой был твой отец? Папа был психологом, он меня чувствовал, знал, где подернуть, знал, когда отпустить, то есть так подводил меня всегда. Mm-hmm. И вот к разговору, что помогал, но в то же время он с меня спрашивал гораздо больше, и я постоянно он говорил, что ты мой сын, и все это видят, и ты тогда должен еще больше тренироваться, должен лучше играть. Он постоянно на меня... И если было время, когда я был во второй команде ЦСКА, он был тренером, он больше всех на меня кричал, больше всех меня прессовал, потому что он говорит, слушай, ты мой сын, и по-любому... Это классика, слушай, вот сколько уже таких случаев там и в футболе встречал. Редко бывает, когда так тащат за уши просто, потому что все-таки люди сами прошли уже этот путь, и они понимают... Больше все-таки, когда сыну тяжелее, чем это помогает. А почему это... под прессом находился я постоянно вообще со всех сторон. И со стороны людей, которые говорили, что он играет из-за отца, и со стороны папы, потому что он хотел всем показать, и что я играю, потому что я такой вот у него. Это как можно сравнить, когда ты в школе, у тебя мама учительница. Это у меня просто такая ситуация была. Все думали, что мне легко, а мне наоборот. Если я что-то там не доделал, у меня дома прилетало. Так что так. Слушай, а папа рассказывал что-нибудь, одну историю вот про те легендарные там матчи суперсерии, там про звезд тех, что-то такое, что сразу на ум приходит? Такого прям какую-то историю нет, наверное, не скажу. Он больше рассказывал, когда он был в ЦСКА, какие-то истории, там, что как он, допустим, пришел в раздевалку, он с такими глазами, его там сам в армии был, с армией Моисеев. 20? 18 было, по-моему. Его в армию призвали, это же 18, он был сколько там, несколько месяцев. Он служил, вообще, можно сказать, не занимал, или в 19, уже точно не могу сказать, да. И он зашел, и он их всех по телевизору видел, а там видит там Харламов, Михайлов, там, не знаю, Третьяк, он говорит, я вообще в шоке. Я говорит, встал сначала, остолбенел, и не захожу, говорит, что ты стоишь, заходи. Он говорит, как заходить в раздевалку? Да, заходи, все нормально. И он, первое впечатление, он обалдел, какие они атлеты. Он говорит, просто Геркулес их называл. Он говорит, такие здоровые все, говорит, такие ножища. Я тебя перебью, я встретил там лет 6-7 назад, мы где-то тоже летели, и в Финляндии Третьяка, Владислав Третьяк встретил. Видел только по телевизору в этой стойке. Он огромный, я не ожидал, он под 1,90 метра, мне кажется, я никогда его в жизни не видел, я обалдел тоже, вот то, что ты сейчас говоришь, я думал, как вратари все, в то время они маленькие, ирбы, знаешь, такие, сейчас это уже все двухметровые, Третьяк, получается, опережал время. Высокий был, да, где-то помогал, это ему, конечно. Слушай, а получается, кто у твоего отца был тренер в то время в ЦСКА? Моисеев. Да. Тихонов уже был потом. Тихонов был позже. Был у твоего отца? Да, уже да. И здесь он в «Динамо» тоже был. Последняя тема, где затронем твоего отца. Откуда у тебя машина такая? Машина сначала была просто, у нас был этот старенький X5, потом папе пришла идея машину разрисовать в честь суперсерии 72 года, он гордился этой серии, и вот он нашел художника, познакомился, и вот он разрисовал ее хоккеистами, игроками, теми легендами тех лет. Она сейчас, наверное, стоит в 100 раз больше, да, чем из-за рисунка самого? Не знаю, сколько она стоит, она очень дорога, конкретно лично для меня она очень много стоит, для меня это очень важно. Круто, это такая память, да? Папа не стал, и как раз я уже рассказывал, там, думал, что делать с машиной, и, конечно, я понимал, что я ее сохраню, но я не хотел, чтобы она стояла в гараже, ржавела, и для чего тогда все это было, и я взял, немного отремонтировал ее, привел в порядок, и на ней езжу, и очень этим горжусь. Здесь в Риге тоже? Да, конечно, я только на ней постоянно, можно потом после выйти программы, я тебе покажу, она тут стоит. Круто. Слушай, про Ригу 2 сезона, мы уже чуть говорили.
Как вот это именно рижское, то, что говорят, вот все-таки своя аура болельщики, ты это успел почувствовать или нет? Просто люди здесь играют некоторые по 10 лет такими, а ты вот так на 2 года пришел, ушел. Успел, конечно, да. Я же говорю, что отличный, замечательный коллектив. Вот ребята, латыши, вообще классные парни. Мне с ними очень комфортно. Почему в последнее время, как думаешь, у «Динамо» нет таких результатов? Вот. Это все финансы? Или... Это прежде всего финансы. Команды с каждым годом... Во-первых, у команды самый маленький бюджет. Даже взять прошлый сезон, там был «Адмирал» на последнем, «Рига» была на предпоследнем. По бюджету. Давайте не будем забывать, какие налоги в Латвии, какие налоги в России. Тут больше 30 плюс. Объясни нашим зрителям, что... 30 плюс, больше 30% налог в Латвии получается от дохода, а в России 13%. Это раз. Во-вторых, с каждым годом бюджет становится все меньше и меньше. Даже уже, я не знаю, наверное, уже Рига скоро дно пробьет уже по бюджету. Как думаешь, какое будущее вообще у рижского «Динамо» в КХЛ? Есть оно вообще будущее или все так Будущее, конечно, есть, потому что сколько мальчишек занимается, бум, и все равно вообще, в принципе, в Латвии, в Риге любят хоккей, это видно. У меня вот сын занимается хоккеем, и я это вижу, какое отношение к хоккею здесь. И в то же время у Риги при всем этом, при маленьком бюджете, есть дополнительные преимущества. Это то, что нету легионеров, то есть не распространяется, как в России, 5 легионеров, это раз. Во-вторых, эта пандемия тоже сыграла свою роль. В этом году, вот, конечно, играют плохо, есть на то определенные причины, но много сейчас игроков на рынке, во-первых, свободных освободилось, потому что сколько лиг закрылось, уже сокращения разные идут, и, в принципе, можно набрать за минимальные, за небольшие деньги, можно набрать игроков сейчас. Слушай, а тебе не кажется, что все-таки вот сейчас в составе «Динамо» 19 легионеров? Что все-таки это многовато для рижской команды, которую, все-таки свои ребята хотят, чтобы играли. Это уже отдельная тема выступления Риги в этом сезоне, но если ты набираешь 19 легионеров, ты должен давать результаты. Вот, да, я про Пока это. результата нет, конечно, можно списать на пандемию, но пандемия коснулась всех. Болеют все команды. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас, когда команда выздоровеет, тогда уже будут спрашивать результат, но сейчас очень важно, чтобы не образовалась вот эта пропасть между зоной плей-офф. Сейчас надо какие-никакие хоть успеть какие-то очки цепануть. Там уже сколько игр? 6 без очков, по-моему. Сложно, он болеет. Я все понимаю. 10 плюс игроков постоянно. Одни выходят, другие заболели. Но вот сейчас, когда выйдут все, тогда уже надо будет выигрывать. Ты без клуба, свободный агент, говоришь, что ждешь предложений от «Динамо». Тишина? «Динамо» сразу после того сезона мне не предложил контракт. В принципе, никому не предложили. Была непонятная ситуация с главным тренером. И когда уже Скудра пришел в «Динамо», от него предложение мне не последовало. Он меня не видит. Сейчас, знаешь, сам говоришь, пандемия, может, людей не хватает, ты здесь на месте. Ничего, я, конечно, хотел бы играть в «Динамо», я не скрываю, но это ответственность тренера брать, не брать. Он несет ответственность за результат. Я просто спросил, было ли если он меня не взял, он меня не видит в команде. Сам еще хочешь, правильно? Конечно, да, я готов, тренируюсь постоянно. 36 лет, может, уже пора... Опять же, как ты себя ощущаешь? Я себя еще отлично чувствую, и поэтому хочу еще поиграть. Но как сложится, то есть у меня нету никакой паники, я спокоен, я еще жду в предложении. Если я их не дождусь, если это продлится долгое время, тогда что? Тогда уже пойду дальше. Слушай, вернемся назад. Юноша, 20 лет, в этом возрасте драфт, все дела. Была возможность вообще в НХЛ попасть? Была возможность. Я драфтован Оттавой, Сенаторс. В каком раунде? Первый? 5-й, 6-й? Нет, первый не был. Слишком большой аванс для меня. Да, и мне предлагали контракт двухсторонний, контракт новичка, как типичный. Но на тот момент я уже, тогда была Суперлига, играл в Северстале, я был игрок основного состава, играл все игры, и, в принципе... И все было взвешено. У меня никогда не было каких-то спонтанных решений. С папой всегда все обсуждалось. Я был не готов тогда к Америке. Я физически был очень слабый. И, в принципе, я понимал, как... Если я в Северстале выйду на ведущие роли, буду защитник первой-второй пары, тогда, возможно, я уже туда поеду или попробую. Какой возраст ты был? 21? 20 где-то, да? Сколько? В районе, да. Драфтанули где-то в районе 20 лет меня, да. Я играл 3-я, 4-я пара, сначала как лимитчик, потом, когда я перестал быть лимитчиком, я уехал в Сибирь,
отыграл там полсезона, и после Сибири я поехал в «Динамо». Ну, сколько мне, год, два, три предлагала Оттава, но потом я не уехал, больше вариантов не было. Но я так и не смог выбиться за такого защитника, лидера, там, не был там близок к сборной, поэтому, наверное, все справедливо. Не знаю, может, неприятный вопрос. Мастерства не хватило, или где-то не повезло, или все вместе как-то? Или где-то сам опростоволосился, как говорится? Да нет, вот в чем желание я себя упрекнуть не могу, это, в принципе, наверное, подтвердит и многие. Наверное, мастерства, может, где-то таланта не хватило, да, ну, все же разные игроки. В принципе, я всю свою карьеру за счет характера, в принципе, я вылезал все время. Конкуренция все-таки тоже в хоккее. Да, ну, не было у меня такого, что мне легко что-то давалось. Мне давалось все тяжело. Даже вот с детства папа мне все время говорил, ты должен быть первым, ты должен быть первым. И вот тот же кросс я бежал, да, там генетически я такой сухой, мне может быть что-то, но какой-то там выносливости не такого не было. И я бежал первый, я бежал второй, третий, ну я просто очень тяжело было, но я бежал, я старался, мне надо было вылезать, мне надо вылезти, я знал, что я должен быть обязательно в первом. Ну, или хотя бы быть в тройке. Есть такие, я таким не был. Вот так тоже. Вот, и как бы вот до 36 лет я вот как вот бежал этот кросс, вот так вот и до 36 лет вот я вот так вот и бегу. Слушай, давай, может, про больную тему. Ты сказал слово интересное, лимитчик. Ты футболом интересуешься, я знаю. Про лимит. Да. Вот скажи мне, это зло или нет? Про футбол, про хоккей я не знаю, честно. Ну, именно про легионеров, какая там ситуация. Но вот сейчас на данный момент в России должно быть в заявке на сезон 15 российских, ну, с гражданством и 8 легионеров. Мне кажется, что это неправильно. Все-таки, эти зарплаты растут. И понятно, что футболисты не виноваты. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Или у тебя другая точка зрения? Ну, я думаю, что для роста, если когда ты растешь, вокруг тебя сильные игроки и большая конкуренция, я думаю, что ты будешь, конечно, расти гораздо больше, чем когда тебя искусственно выращивают, скажем так. Ну, сейчас так и получается, что... С другой стороны, опять же, недавно играла в Риге молодежная сборная России, 3-0 обыграла сборную, или 4 даже, не помню, 4-1, по-моему. И там просто весь состав играет в премьер-лиге. Обликов, там половина ЦСКА, Кучаев. Хорошая селекция у команды. Это да, Максименко в воротах. Ну, то есть, если бы не этот лимит, я так думаю, эти игроки молодежной сборной, ну, там, ФНЛ или дублеры были, как раньше было. Вроде как правильно, мы видим, да? А с другой стороны, мы видим, что и в Европе как бы на данный момент плохо, и там условных 8 легионеров заявлены, там, сам знаешь, спорт, травмы, и все, у тебя нет возможности больше. Это вот такой вопрос, мне интересно было, ты как все-таки с Россией... Ну, если это дает результат, если, как мы говорим, молодежная сборная играет хорошо, тогда почему нет? Пусть будет так. Мы же, если смотря, что мы хотим, если мы хотим вырастить молодых, сильных футболистов, наверное, это хорошо, что есть лимит. Но если ты хочешь повысить зрелище чемпионата, сделать сильные команды, которые боролись бы там в Лиге чемпионов и так далее, тогда, наверное, лимит можно было бы как-то отпустить. Ну, видите, если молодежная сборная играет здорово, значит, все правильно. Да, вот и потом дальше, смотри, заиграли эти все ребята, Обликов, там, ЦСКА, супер, в этом плане молодая команда, там они легионеров берут, молодых, там, исландцы и все такое. Приходит, он доказывает 2 сезона, приходит условный «Зенит», дает ему 3 миллиона в год, условному Облякову ехать, там, не знаю, в Реал Сосьедад или там в Кристал Пэлас, как Куча. Вот и рост прекращается. То есть он остается на уровне премьер-лиги. Ну, это смотря, что ты хочешь от жизни. Вообще, в принципе, надо определиться, что ты хочешь заработать денег или как-то сложиться, как... Это все красиво. Вот если бы у меня была бы такая возможность, у меня «Зенит» или «Реал Сосьедад», я бы сказал бы, я останусь, наверное. Не, Головин, и поехал. Головин, это да, единицы. Вот таких. Сейчас Миранчук поехал в «Аталанту». И не играет, да. Но это пока, да. Он в этой каше, во-первых, забил в первой же игре, забил гол, и я думаю, что все будет хорошо у него. Про лимит интересно. Так, ты говоришь, в хоккее 5 только легионеров тоже могут 5, быть? Да. В принципе, для русского хоккея это, наверное, хорошо. Правильно? А для лиги? Ну, опять же, в принципе, команд становится меньше, и тогда в общем-то, мы набираем российских игроков уже на сколько, 23 команды, было-то больше. В принципе, набираем. Наверное, неплохо, что посмотрим, как в ближайшие годы, как это скажется все. Почему пропадает там, опять можешь поправить, у меня был же в Словакии Лев, правильно, команда? Да. Было что еще?
Адмирал есть сейчас? Адмирала нет. Нет. Адмирал вот сегодня губернатор сказал, на следующий год вроде как опять будет. Да. Это все с финансами или там какая-то политическая ситуация? Все финансы, все политика, конечно, как и всегда. Интересно. Про предложения не расскажешь, какие у тебя есть предложения? Есть? Где ты продолжишь карьеру? Или рано? Жду. Если как игрок, то я жду, конечно, еще варианты. А так в дальнейшем, да, ну, пока оставим эту тему, я думаю, что услышим, прочитаем, увидим, да. Если не получится, то, конечно, потом. Слушай, не нашел. Ты привлекался в молодежные сборные? Да, я играл в молодежной сборной на чемпионате мира. Твой возраст — это плюс-минус все звезды. Это Овечкин, пятый год. Да, пятый, Малкин. что, но они все играли за нас. И Овечкин, и Малкин были, и Семин. Поддерживаете связь какую-то или так, по минимально? Ну, так, чтобы я созванивался, нет. Но того же вот сейчас был в Москве, видел и Малкина, и Овечкина. Пару слов перекинулись, поболтали. Они там зажигают все в НХЛ. Вот, может быть, глупый вопрос. Есть что-то, в чем КХЛ опережает НХЛ? Какая-то вещь. Я понимаю, что, наверное, это глупый вопрос, но, может быть, вот с точки зрения там Овечкина... Ну, сложно, но КХЛ — это практически совершенная лига, которая, в принципе, это как... С нее берут все примеры. НХЛ, ты хотел сказать. НХЛ, да, НХЛ. Это, конечно, топ сейчас. КХЛ... развивается лига, и лига с каждым годом становится все лучше, и те же молодые, смотрим, много сильных молодых сейчас стало тоже. Ну, в принципе, КХЛ становится лучше и в бытовом плане, и те же стадионы, даже взять там Суперлиги, сейчас все арены хорошие, сейчас уже там, в принципе, организация вот это всех клубов хорошие. В НХЛ как бы нет проблем, да, там? Ну, вот сейчас в связи с этой пандемией там... Проблемы есть у всех, но там пока справляется лига за счет телетрансляции и так далее, и понимает, что если сейчас начнут отменять чемпионат, тогда это будет просто катастрофа. Ну, как локаут вернуться. Да, но это будет плохо всем, если просто остановить чемпионат. Слушай, а вот много тоже про эти вирусы. Тут и в Белоруссии ситуация. Ты там ближе знаешь. Есть вообще возможность, что с КХЛ тоже какие-то проблемы, ну, остановят чемпионат или... Ну, мне кажется, уже переболела, наверное, большая часть команд. Есть команды, где уже все переболели игроки. Серьезно? Ну да, то есть такие, ну тот же вот Кунь-Лунь, ну, конечно, так не афишируется все, он уже все переболел, вся команда. Офигеть. В той же «Динамо» Рига сейчас уже почти все переболели. Слушай, ну и что говорят, просто как простуда или... Я тоже переболел. Да, тоже переболел. Но у меня было в простой форме. Один день была температура, потом 3 дня, наоборот, была 35, да. Потом пару дней слабость, ну и все. И 2 недели отсидел дома, сдал 2 отрицательных теста, сдал на антитела, у меня там почти 5 их, и свободен. Это много, да? Ну да, это как бы считается нормально, да. Слушай, но... Но также, я знаю, есть много случаев, когда и люди тяжело болеют с последствиями. Спортсмены. И спортсмены, и не только спортсмены, и есть среди моих знакомых даже, кто умер от ковида. Поэтому это, на самом деле, это не шутки, это все гораздо, это все серьезно. Ужас, да. Вообще с этим сейчас и в футболе, и в хоккее ты не можешь ничего, ну, как бы планировать. Мне так кажется, там, что условно подписывать контракты, что это у тебя там будет. Мне кажется, в футболе, по крайней мере, были эти случаи, что можно разорвать контракт в связи, ну, со стороны клуба в связи с чрезвычайной ситуацией. Ну, в Латвии такое было. Не знаю, как в хоккее. Ну, надо продолжать все равно чемпионат. И даже вот ты, когда вот закрываешь их дома, ну что ты, прежде всего, ты смотришь в спорт. Ну, это для людей такая отдушина. И даже лишить его этого... Ну, да бог с ним, что сейчас без зрителей играет. Ну, главное продолжать чемпионаты. Ну, по телевизору смотрим. Ну, сейчас такие трансляции, ну, умеют там и звук тебе, и шумовая поддержка, и какая угодно. Ну, все же... 100% я с тобой согласен. Сначала, там, знаешь, когда первые стартовали немцы, сборная Бундеслига. И первое время было так, что это пустой стадион, потом уже привыкаешь, ты все равно хочешь смотреть этот футбол, хоккей, баскетбол, НБА. Вообще там супер все сделали в этом. Ну, то, что у них было во Флориде, поэтому, ну да. С другой стороны, конечно, если это есть какой-то риск, что разнесется, тоже надо смотреть. Про тренеров. 600 игр. Команд там в районе, наверное, 10, правильно? Ну, достаточно много, да. Есть такой тренер, который вложил, кроме отца, наверное, больше всего в тебя? Огромное спасибо Сергею Михайловичу Михалеву, потому что... Это Северсталь, правильно? Это Северсталь. Почему я именно его выделяю? Потому что
У меня тяжелый период был, мне было 17 лет тогда, да. И как раз меня подняли. Тогда было разделение ЦСКА, 2 первых команды было, и я попал в ЦСКА Семенова. И потом мы уже проходили предсезонку, и потом произошло объединение, которое на базе Тихонова команды осталось, и меня в этой команде не увидели. В общем, сказали спасибо, до свидания. И в тот момент Михалев сказал, ну ладно, приезжай в Северсталь на просмотр, меня взял. И вот тогда, конечно, вот я прошел просмотр, он дал мне полноценный контракт. Сначала я играл там первые несколько месяцев в Северсталь-2, и потом уже после Нового года меня подтянули, уже играл в основной команде. Слушай, а сам себя видишь тренером? Да, конечно, я вижу. Вообще, я вижу себя в хоккее практически в любой должности. Мне это нравится, я получаю удовольствие. По стопам отца пошел бы, если предложили? Пошел бы, конечно. Интересно тебе? Да. Это просто такое, для спортсменов, мне кажется, уже не первый здесь спортсмен, который там, 35-36 лет. Кстати, вот сейчас еще один... У каждого есть, я думаю, такие сомнения, когда ты заканчиваешь играть, все-таки ты играешь всю жизнь. Футбол, хоккей, баскетбол, и там раз заканчивать... у меня, по крайней мере, было такое чуть-чуть растерянность. Или ты полностью в себе уверен? Растерянности нет, потому что мы рано или поздно мы все к этому приходим, ты понимаешь, что уже и возраст, и вот еще это все наложилось на эту ситуацию в мире, определенные сложности с поиском команды и так далее. Поэтому, в принципе, я морально готов и хочу еще играть, не получится, найду себя в чем-то другом. Слушай, расскажи еще, может быть, здесь больше болельщиков футбола. В хоккее часто очень играют до 40 лет, и за 40, и в НХЛ есть случаи. С чем все-таки это травмоопасный вид спорта? Да, вы там не играете по 90 минут, но по 20 и 3 раза в неделю, грубо говоря. Насколько тяжело это все-таки до 40 доиграть? Это зависит, в принципе, от индивидуально все, но это такие доходят игроки, как, например, Дацук, Ягор, это профессионалы от мозга. Ягру вообще 40. Да, но это профессионалы во всем, это люди, которые построены жизнью. Тоже в футболе это как Роналдо, он, конечно, не такой взрослый, но это люди, питание, это и талант, там все вместе, совокупность всего просто играет. Я вот даже посмотреть в лиге у нас из взрослых игроков кто остался, я беру КХЛ, остались там Мазякин, Зарипов, Дацук, это такие таланты, которые молодые не могут их подвинуть, потому что это лучшие. То, что Дацук и также делал, да. еще я смотрю, допустим, тоже Артюхин, Семенов остались, казалось бы, но это они такие большие, и таких игроков в принципе мало, их по пальцам можно пересчитать, поэтому и удается найти команду, потому что такой игрок в команде нужен, но в то же время сложно найти среди молодых таких огромных игроков. То есть, поэтому остались либо сверхталантливые, либо просто огромные. Тут еще, знаешь, как вопрос мотивации. Все-таки тот же Дацук выиграл все. Все вот. И у меня всегда вопрос, я вижу, он играл... Где он играл последнее? В КХЛ? В Автомобилисте Автомобилист Екатеринбург. Опять же, как он играет. Не, подожди, сейчас там что-то читал, что он... сейчас травму получил. Травму получил. Да. Я думаю, как он находит это? Это просто любовь к хоккею. Другого ответа я не вижу. Деньги у него есть, выиграл все. Что еще? Это мега талант, это просто на него смотришь и получаешь удовольствие. Просто разинутым ртом. Обалдеть, что он делает. Я с ним играл в одной команде в ЦСКА, это просто выдающийся. И помимо того, что это выдающийся игрок, это такой человек с большой буквы, просто человечек. Простой? Да, он простой, супер просто. Слушай, часто из тебя петрушку делал? Он, знаешь, как это на тренировках? Да, мне кажется, практически нет таких, из кого он не делал, в принципе. Петрушка, их мало таких, да. Да, если национальную хоккейную лигу посмотреть, его хайлайтс посмотреть, его лучшие моменты, там уже просто обалдеть. Слушай, с Малкиным тоже ты в сборной, он же тоже плюс-минус возраста нашего. Да, 86-го, на 2 года младше меня. Он тогда как раз вместе в сборной мы были. Такой был он высокий, такой худой парнишка, но уже тогда у него, конечно, голова была светлая, руки. Он, видно было, что это будет звезда. Да, в хоккее, конечно, побольше талантов, чем в футболе в России, да? Посмотреть нашу национальную хоккейную лигу, Овечкин бьется за лучшего снайпера за всю историю национальной хоккейной лиги. О чем говорить? Он Грецкий, должен обогнать? Верим, держим кулаки, скрестили пальцы, верим. Слушай, а ты, может, участвовал... Есть один турнир, который я всегда смотрю. Это на Новый год молодежный чемпионат мира.
Да, Правильно? я участвовал, да. Участвовал? Да. В Канаде или где? Мы играли в Финляндии. Финляндия. И как раз Овечкин был вместе в одной команде. Значит, с ним. смотрел я Да. 100%. Ну, мы тогда неудачно выступили, поэтому я так расстроился. Немножко не повезло. Один раз участвовал в Да, таком? один раз. Мне просто как-то, я не знаю, знаешь, как Новый год, этот турнир такой. Это, наверное, единственное, что кроме премьер-лиги. Колоссальный опыт был. Очень, очень было здорово. Спасибо, что пришел. Хотел бы тебе пожелать найти команду побыстрее и играть как эти Спасибо звери большое. до 40 и радовать. Да, надо либо очень большим стать, либо добавить мастерстве резко. Ну, ты не маленький по сравнению со мной. Спасибо, что пришел. Да, спасибо. Успехов! Спасибо. Подписывайтесь на канал. Как я говорю, всегда все самое интересное еще впереди. И до новых встреч. Спасибо. До свидания. Всего доброго.